Всем привет! Ребят, сегодня мы разберемся, что же такое стадии строительства, как с ними работать и какой тул существует в Revit для того, чтобы работать с фазами в Revit. Расскажет нам об этом Дарья Колодяжная, активный участник всех проектов Buildit. Здравствуй, Даша. Привет, Игорь. Итак, что же такое фазы в Revit, как с ними работать? Я бы хотела начать немножко издалека. Начать с того, зачем они нужны. Дело в том, что когда мы выполняем проекты, связанные с реконструкцией, нам необходимо зачастую отобразить элементы, которые были до, а потом отобразить уже отдельные элементы новые. Также мы часто показываем какой-то демонтируемый участок, но помимо всего этого нам еще нужно посчитать, например, демонтируемый объем, либо же новый. Если мы это все просто моделируем, то, выводя спецификацию, мы получаем общий скоп. То есть и старые, и новые элементы попадают в одну спецификацию. Вот для того, чтобы удобно это все дело отфильтровать, в Revit есть специальный тул, называется стадии, или на английском phase. Я бы это обобщила и назвала стадии еще один такой вот способ фильтрации информации. В нашем случае это будет фильтрация по параметру времени. Для наглядности я бы сразу продемонстрировала, как это работает в программе. Да, давай. Находится в стадии во вкладке Manage, Phases. Мы попадаем в окно, в котором есть 3 вкладки, и нас сейчас интересует первая вкладка, в которой, собственно, создаются все стадии. Здесь их можно переименовать или создать новые. Стадий может быть даже больше, чем 2, это зависит от нас самих. Давайте назовем первую стадию стадией обмеры. Сюда мы занесем все, что было зафиксировано с помощью обмеров. И следующая стадия будет называться, собственно, проект. Это та стадия, в которой мы будем в большей части работать. Также стадию можно вставлять после или до. Удалить стадию нельзя, ее можно лишь объединить с предыдущей или следующей. Все, что создается в стадиях, присваивается в настройках вида. То есть у каждого вида есть такое свойство, называется оно Phase, и мы здесь можем выбрать ту стадию, в которой будем работать. Если мы будем создавать элементы, они автоматически получают ту стадию, которая установлена на виде, в котором мы работаем. Так вот я строю сейчас стенку, выбираю ее, и в нее в свойствах тоже есть стадия проект. И если свойства стадии мы можем с вами настраивать сами, то есть еще один такой параметр, как статус стадии. И вот он уже определяется сам автоматически. Что такое статус? Это такое свойство элемента, которое зависит от стадии, в которой мы работаем. Есть статус new. Это значит, что элемент создан на стадии текущего вида. Статус exciting – это значит, что элемент был создан на более ранней стадии, но продолжает существовать в текущей стадии. Обратите внимание, что new и exciting – это именно статусы, а не стадии. Недаром я переименовала в самом начале стадии, чтобы не запутаться, потому что это может носить такой некий дисбаланс. Также у нас есть статус снесенные. Это значит, что элемент был создан на более ранней стадии, но демонтирован в текущей стадии. И временные. Элемент был создан и демонтирован в текущей стадии. Я бы хотела это продемонстрировать более наглядно на этих изображениях. В левой стороне экрана у нас находится стадия обмеры, та стадия, которая была до. В правой части экрана находится стадия проект. И если мы создаем элемент на стадии обмеры, то для данной стадии он является новым. Но для стадии проект он уже будет существующим. Либо наоборот, если мы создаем элемент уже в стадии проекта, то на стадии обмера его вовсе не будет видно. Это логично. Также работает и снос. Если мы снесли элемент на следующей стадии, то он будет снесенным. Но если мы снесли элемент на той же стадии, в которой мы его возвели, то он будет временным. Я покажу, как это работает в самой программе. Все статусы, они также находятся в нашем меню стадий. И у нас есть еще 2 вкладки, которые мы не рассмотрели. Это вкладка с фильтрами
и переопределениями. Вот все наши статусы, и для них мы можем настроить видимость. Например, существующие у нас будут таким серым цветом отображаться на разрезе. Это меню очень похоже на Object Styles, просто конкретно переопределение относится к статусам. Для снесенных элементов мы можем настроить красный цвет. Для новых можем оставить черный. Теперь я предлагаю создать два вида, ставить их рядом. Данному виду можно настроить стадию обмеры, а данному виду стадию проект. Если я буду строить стенку в данном виде, то, как я уже говорила, элементу присваивается та стадия, которая настроена у вида. Ну, например, я построю какой-то такой условный элемент. И мы видим, что для стадии обмеры вот этот вот кусочек является новым, но для стадии проекта он уже является существующим. Потому он меняет свои переопределения. Потому что, если вы помните, мы эти переопределения настроили вот здесь. Также можно для наглядности немножко добавить элементов, сделать здесь двери какие-нибудь, окна. Очень наглядно это работает в дизайне интерьера, когда нам необходимо сделать перепланировку. Грубо говоря, мы сейчас с вами повторяем этот процесс. И чтобы создать новую перегородку уже в стадии проект, мы заходим на вид, в котором настроена стадия проект, и строим перегородку уже на этом виде. Как вы заметили, новая перегородка появилась на стадии проект, но на стадии обмера ее еще нет. Также у нас есть очень удобная команда снос. Когда мы работаем со стадиями, мы, грубо говоря, имитируем реальный проект строительства. У нас даже есть такой молоточек, который позволяет нам просто брать и что-то сносить. Но чтобы не сносить вот эту перегородку целиком, ее можно вот так вот разделить. Теперь уже снести. И так как мы настроили переопределение красным цветом, то мы видим, что снесенные элементы переопределяются. Даш, а как сделать так, чтобы снесенное вообще не отображалось на видео? Хороший вопрос. Для этого у нас есть специальная функция, называется фильтр. Во вкладке Manage мы сначала пропустили эту вкладку. Мы можем настраивать переопределение для любых наших статусов. У нас есть три возможности, что мы можем сделать с элементами. Мы можем их оставить вообще в покое и показывать такими, какие они есть в проекте. Ну, они будут такими же, как в Object Styles. Либо же мы можем выбрать параметр Overridden, то есть переопределено. Это значит, что будут приниматься вот эти настройки. И третья возможность – это вовсе скрыть элемент. Давайте вот эти все стадии вовсе удалим, чтобы не путаться, и создадим свой фильтр. И посмотрим, как он работает. Мы можем переопределить каждый статус, который есть в проекте. Вот, например, мы можем сделать, чтобы все новое отображалось по категории. Все существующее, чтобы переопределялось, а чтобы снесенное не отображалось. Теперь, когда фильтр создан, мы можем его присвоить любому виду. Эта функция находится там же, где и стадии. Здесь у нас есть фильтр, мы его выбираем, и все, что снесено, отображаться не будет. Угу. А подскажи, пожалуйста, а если нам необходимо, наоборот, показать вообще все, что есть в проекте, все стадии? А для этого мы показываем все. У нас по умолчанию есть такой фильтр, называется Show All, мы его даже не можем удалить. Угу.
По сути, на нем мы видим такими, как есть новые элементы, и все остальное мы видим переопределенным. То есть он мы еще можем... не редактируется. Да, он не редактируется, но если мы хотим отредактировать, соответственно, мы создаем свой фильтр, это сделать несложно, и для него уже выставляем свои какие-то нормы и правила. Зачем вообще нам нужен отдельный вот такой вот отдельное поле по категории? Для того, чтобы, если я буду пользоваться нашим знакомым Visibility Graphics, и хотела переопределить свои элементы, чтобы переопределения срабатывали. Ну вот, например, я хочу сделать все стенки зелеными на разрезе. Если я это буду делать через Visibility Graphics, то, видите, переопределится только то, что было переопределено по категории. А то, что у нас переопределено по данным правилам, оно будет уже переопределяться по ним, потому что они в нашем случае приоритетней. А фильтры, ну то есть обычные фильтры для вида, они являются приоритетнее или эти настройки являются приоритетнее для вида? Приоритетнее те виды, которые для стадий. Это разные фильтры. То есть если мы фильтры скрываем, то они будут скрываться, а вот именно касательно графики переопределений, то сверху лежат вот эти переопределения. Я понял. То есть скрытие приоритетнее, но отображение уступает по приоритетности и приоритетнее от фильтра по фазам. Да, совершенно верно. Также у нас даже есть такая шкала приоритетности. Если мы помним, что у нас есть настройки Object Styles, они всегда у нас в самом низу лежат. Если мы сверху накладываем Visibility Graphics, то они поверх Object Styles лежат, да, и также мы можем еще местно переопределять что-то по элементу. И это уже последнее по приоритетности. Так вот, вот эти элементы мы уже не можем переопределять, потому что для них уже настроены переопределения по стадиям. Но для окон не было, поэтому они... Ну, не совсем. Это на самом деле не окна, это мы сейчас увидели поверхность стены, так как это проем, и мы видим поверхность. А так как у нас в переопределениях были настроены настройки только для разрезов, то, соответственно, цвет у нас работал. Отлично. Да, вы можете работать с этими настройками очень гибко, как хотите, можете настраивать и для поверхности переопределения. Также вы можете создавать вообще материал, который будет виден в 3D виде. Да, не забывайте, что эти фильтры работают не только в планах, но и в 3D, так же, как и логика всех видов в Revit. Ну и, конечно же, вы можете пользоваться этим на разных видах. Например, мы первый наш уровень, вот этот вот, можем назвать обмерный план. Например, на другом виде мы можем показать просто демонтаж. В таком случае нужно будет настроить еще один фильтр, в котором мы новое еще показывать не будем, а будем показывать только демонтаж. Собственно, если мы хотим показать отдельно демонтаж, то мы создаем отдельный вид. И мы можем создать еще один вид, на котором покажем уже новые перегородки. Это все потом можно будет сохранить в шаблоне и каждый раз не проделывать одну и ту же работу по созданию этих вот видов. И вот на плане новых конструкций мы можем создать еще один фильтр, на котором
все, что снесено, уже не будет отображаться. Ну, когда мы сделали такой план, иногда в проектах мы показываем все вместе одними и теми же переопределениями. И в таком случае мы просто можем создать еще 4-й фильтр, в котором все будет у нас по категории. То есть если мы хотим, чтобы все стены отображались одинаково, мы отключаем переопределение именно по стадиям. Даш, а что если нам необходимо заложить проем кирпичами в процессе строительства? Это делается также с помощью сноса. Ну да, немножко нелогично, но логично со стороны программы. Она же не понимает, что мы физически делаем. Но если мы убираем элемент, то он автоматически закладывается. Для этого мы просто берем, молотком сносим элемент, и он сразу, во-первых, будет снесен, а во-вторых, он будет заложен. И вот этот кусок, он у нас как отдельная стена будет восприниматься, и эту стенку мы можем даже с легкостью поменять на другую. И можем посчитать точный объем, сколько нам необходимо материала для устранения проема, правильно? Совершенно верно, это будет новая конструкция, и если я верну фильтр, да, когда у нас отображались только новые элементы, то мы будем считать только то, что зеленое. Также часто нужно не снести проем, вернее не заложить проем, а расширить. В таком случае мы работаем по такой же логике, мы сначала его сносим, а потом уже рядом ставим новую дверь, только уже в текущей стадии. И она будет с собой как бы сносить, да, элемент. При этом кусочек, который закладывается, будет оставаться. То есть таким образом мы можем, например, разработать план сноса, то есть расширение проема, потом закладывание какого-то участка дополнительными материалами, и после чего мы вставляем дверь. Совершенно верно. Также мы можем это все посчитать в спецификации. Для этого мы спецификацию, например, это будут стены, и мы можем добавить отдельно параметр phase, стадия, на которой элемент был создан. Ну, если мы будем считать, например, площадь, то добавим area и type. И теперь мы эту спецификацию должны отфильтровать так, чтобы в ней отображались только те элементы, которые были созданы на стадии проекта. Итого у нас 19 квадратов новых элементов. И можно без труда посчитать объемы необходимого материала. Совершенно верно. Ну что же, это все, что мы хотели рассказать о фазах, верно? Да, хотелось бы сказать напоследок, что если вы разрабатываете обыкновенный проект дизайна интерьера, то можете этим пользоваться и делать красивую подачу, чтобы заказчик наглядно видел, как его элемент выглядел до и как он будет выглядеть после. Кроме этого, это же можно еще и применить для, например, строительных работ, когда необходимо понимать, на какой стадии нужно снести стену, как у нас сейчас должна выглядеть комната, что нужно добавить, и грамотно распланировать тот же подвоз материалов, правильно, доставку и объемы. Да, это просто немножко меняет логику нашей работы. Раньше мы это делали в 2D, и считали мы все равно это с помощью обыкновенных способов. Но когда мы перешли на 3D, появилась задача это все замоделировать. И если бы мы моделировали это все вместе, то элементы накладывались бы друг на друга, и модели
происходил бы хаос. Приходилось бы постоянно вручную это все переопределять, что вносило бы дополнительные трудозатраты в процесс. Но если грамотно пользоваться отмерами, то это все можно с легкостью обойти и облегчить себе работу. Это здорово. Мне очень понравилась фишка с подсчетом материала, объемов, которые нам необходимо закупить. Это можно применить даже в прикладном просто дома. Кто занимается какими-то строительными, ремонтными работами, легко могут посчитать прямо уже сейчас, какие материалы им нужны и сколько. Да. Всем спасибо, ребят. Еще раз спасибо большое, Даша. Очень было интересно. Очень много мы нового всего узнали. Всем спасибо, всем пока. Спасибо, ребят. Пока.